Всем доброй ночи, дорогие друзья. Всем известно, что карты – это не просто бумага, это символы. Символы, которые обозначают 4 стихии, 4 масти карт. Символы, которые пришли к нам из Древнего Востока. Изначально это Таро, прародитель наших современных карт. А после уже появились игральные карты, которые точно так же остались гадальными, предсказательными. И на них тоже смотрели. И это излюбленный, скажем так, инструмент для предсказания цыган. И очень много у них связано ритуалов, связанных с картами. Я буду постепенно вам дарить определенные ритуалы с картами. Уже дарила не раз и не два. Проверяю просто, есть джокер или нет. Иногда бывает джокер, хотя они там путают иногда 36. А, здесь 36, значит нету здесь джокеров. Я вам говорила некоторые секреты карт. Например, вынимайте из колоды карт джокеры, черные сжигаете подальше от дома. Колоду карт прячьте просто дома, но чтобы никто не трогал. А красный джокер положите себе в кошелек и носите. И у вас всегда будет хватать денег. Это не принесет вам великое богатство, но денег на все будет хватать. Попробуйте сделать такое. Вынуть 2 джокера, то есть купить карту с 30, где 38. Вытаскивайте 2 джокера, черный, сжигайте подальше от дома, не рядом с домом. Красный ложите себе в кошелек, приносите карты домой и храните где-нибудь в таком недоступном месте. Если кто-нибудь увидит эти карты или возьмет, значит, повторите ритуал. А теперь я хочу подарить вам цыганскую защиту на карты. На самом деле техника защиты на колоду карт есть, однако мало информации о том, что говорили цыгане на карты, то есть что заговаривали, чтобы карты их защитили. Вы знаете, что у меня были наставники различного типа, и они меня учили многому. Вот многие говорят, пыль. Вот это пыль, да, вот смотрите. Это даже не пыль, а просто вот как бы после этих моих атрибутов, когда тявкают, говорят, пыль. Это пыль, да, видите, он так летит в разные стороны. Но когда они целенаправленно летают, это уже сущности. Пыль вот так летает, вот так поднимается, такие мелкие, такие сверкающие, идут наверх. Это пыль. А когда целенаправленно пролетают мимо огромные шары, из ниоткуда исчезают в никуда, это называется шонги. Поэтому те, которые пытаются создать искусственные шонги, те идиоты, должны бы уметь отличать пыль от шонгов. Итак, берите колоду карт, если там 38, вытаскивайте джокеры, чтобы их не было. Начитывайте на колоду карт 4 раза. Если вы хотите защитить свой дом, начитайте на колоду карт 4 раза. Потом положите карты в красный или черный мешочек и повесьте над входной дверью. Ну, если там люди будут приходить, можете ничего не объяснять. Но это ваша защита. То есть, начитав здесь, нужно заменить слово «защитите меня» на слово «защитите мой дом».
Если вы хотите сделать защиту своему ребенку, неважно, сколько вашему ребенку лет, начитайте на колоду карт и вместо «защитите меня» произнесите имя вашего ребенка. И точно так же положите в черную или в красный такой мешочек и, значит, положите ему в сумку или с вещами положите, или у них дома оставьте. То есть отдайте им. Вы можете делать на защиту своего ребенка или семьи своего ребенка, в конце концов. Если вы хотите на себя сделать защиту, то есть для себя, чтобы вас карты защитили, то начитывайте, естественно, читайте на свое имя. То есть, когда вы будете читать, нужно перетусовать вот карты. Читая, нужно перемешивать карты. И 4 раза читать, перемешивая карты. Ну, поскольку сейчас я не буду перемешивать, просто я прочитаю на карты. Я извиняюсь, немного рассеянно, устала очень. Я сегодня снимала с ребенка, который в реанимации, менингит. Пыталась вытащить его из этого состояния, он в тяжелом состоянии. И через некоторое время написали, что ребенку стало легче, что он уснул. То есть ему стало лучше. Но его мать не очень лицеприятно мне написала по-колхозному. И если она не извинится, я сниму это все обратно. Я уже действительно становлюсь жестокой. Мне будет уже плевать, что там случится, реально. Потому что нельзя вот так вот. У меня голова раскалывается. Сейчас еле-еле успокоилась, скинула с себя вот это все. Вы даже не представляете, какие боли головные я испытала. Я просто через себя пропустила эту боль ребенка. Поэтому сейчас немножко рассеянная. Итак, читаем 4 раза, перемешивая карты. Да, слово «картей» в цыганской магии звучит именно таким образом, поэтому я не поменяла на более культурное выражение, как есть, так и говорим. Армия карт, к тебе обращаюсь, силами древними знаюсь, 36 картей, 4 мастей. Сватья, кумовья, королевская родня, братья и дядья, короли и дамы, тузы и вальты, и служивые, стражи, воины, 36 картей, 4 мастей, служите исправно, охранная рать, берегите меня с запада и юга, с севера и востока, да будет безоблачной моя дорога. 4 короля, встаньте по 4 сторонам света и службу несите, с заката до рассвета. Прикажите вальтам мой покой охранять, с армией карт врагов моих унять, защита королей, помощь вальтов, армия карт мне в подмогу, 4 дамы, благословите мою дорогу. 36 картей, 4 мастей, пока вы со мной, я защищена. Армия картей, 4 мастей, да будет так. Заклинаю. 4 раза прочитали, собрали карты, положили в черный или в красный мешочек и сохраните, смотря для чего вы читаете. Если вы уезжаете из дома, можете смело начитать и оставить этих духов сторожить ваше имущество. К вашим дверям никто не подойдет. То же самое можете сделать для своей дачи. Начитать, повесить в мешке и уехать спокойно, зная, что не тронут. То же самое вы можете сделать для своей машины. То же самое вы можете сделать для своего дома, для своих детей. Только каждый раз, что вы отдаете под охрану, называйте это имущество. Дом, машину, там, гараж, я не знаю, детей своих, да, ребенка своего и так далее. Это очень сильная защита, потому что карты это не просто бумага, знаете, красивые рисунки. Карты это связь с духами. За картами стоят очень древние духи, которые, собственно говоря, и защищают через них, и предсказывают через них, и помогают через них, и так далее.
работают через них, одним словом. Удачи вам, пользуйтесь на здоровье.